Это Лера, ей 14 лет. Ее мама лишена родительских прав, а в графе «отец» стоит прочерк. 7 лет назад девочку с синдромом Дауна готова была удочерить семья из США, но закон Димы Яковлева запретил американцам усыновлять российских детей. Лера осталась в России. Домой ее так никто и не забрал. В течение 2 лет после принятия закона Димы Яковлева Россия сначала запретила усыновлять своих детей однополым семьям, а затем вообще всем, кто не состоит в браке и живет в странах, где разрешены однополые союзы. В итоге количество усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в 10 раз. Важные истории узнали об этом, проанализировав данные Минпросвещения России. Журналистам удалось оценить и другие последствия законов об иностранных усыновителях. Больше всех от принятия новых законов пострадали такие дети, как Лера, с особенностями развития или инвалидностью. Ведь их охотнее усыновляли иностранцы, чем российские семьи. Чтобы компенсировать уход иностранцев и смотивировать россиян брать детей в семьи, государство повысило выплаты за опекунство. Из-за этого сирот стали реже усыновлять, а опекуны возвращают их обратно в детские дома чаще, чем усыновители. Все эти годы иностранные усыновители продолжают бороться за возможность взять российских детей к себе домой. Семейной паре из Италии суд разрешил взять сына, когда один из супругов отказался от американского гражданства. В другом случае иностранцы смогли усыновить ребенка только после того, как суд убедился, что в России мальчика никто не готов забрать. Для этого ребенка показали 156 российским семьям. Как закон Димы Яковлева и другие ограничения для иностранцев снизили шансы российских сирот обрести семьи? Читайте на сайте «Важных историй».